Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Продолжаем нашу серию блогов из мастерской. И сегодня у нас в работе белая 650-ка. 650-ка подписчика приехала с той же самой проблемой, что и предыдущая. Она зависла на повышенной передаче по какой-то неведомой причине. Мы сейчас пытаемся заняться выяснением этого мероприятия. И тут есть что показать. Начиная с того, что она вся какая-то грязи масляная, непонятная. Здесь есть ряд вопросов. У нее явно мертвые сайлентблоки, но это к делу не относится. Здесь явно не очень хорошие шестерни. Опять не знаю, будет ли что-то из этого видно на видео. Наверное, будет. Ну, в общем, они уже почти доехали свой жизненный путь. Но самое интересное здесь не это. Самое интересное то, что на ней перебирал вариатор кто-то явно, кто делал это в первый раз. Или... не в первый, но только начинает изучать этот тернистый путь. Поскольку что мы здесь видим? Первое. Датчик положения щеки установлен с ошибкой. Вот эта плоскость отфрезерована не просто так. И как по мне, совершенно очевидно, даже без всякого мануала, что датчик должен быть прижат к этой плоскости, а потом уже затянут. Тем более, что у него явно разрезанные отверстия. Но почему-то, очевидно, это не для всех, что довольно печально. Далее. Провода проведены, хотя бы примерно близко к правильному. Но не совсем. Вот здесь вот должно быть два хомута, которые утеряны. Помните, я показывал мини-пожар в районе клапана вентиляции топливного бака? Вот целый клапан, вот на него одет шланчик, которого здесь быть не должно. Вот сюда вот он уходит. И явно когда-то, судя по тому, что он оплавлен, он висел таким вот образом на глушителе. И чудом здесь ничего не загорелось. Глушитель, кстати, имеет треснутое крепление. Вот этот шланчик мы снимем и выкинем. И вообще никогда не рекомендуем вам так делать. Помимо всех этих проблем, здесь те, кто снимали вариатор, оставили небольшие надрывы. Вот тут вот прекрасно видно, что чем-то ковыряли. Так что... то есть явно пытались то ли отвертками какими-то эти патрубки натягивать. То есть явно очень-очень варварски пытались это все впихнуть. Когда хочется заработать денег, то почему бы и нет. Еще у меня есть подозрение, что зачем-то снимали хвост, потому что вот здесь вот не затянут болт, и зазор 3 мм. Зачем его снимать, мне вообще непонятно. А еще во как интересно. Вот там вот на корпусе вариатора, если мы присмотримся, видно, что его чуть ли не выбивали с этой стороны. Точняк, я такого никогда не видел. Смотрите внимательно, я потом сниму и покажу его. Вот тут вот, прямо, следы, что через какой-то вороток по нему лупили. Блин, это как должны руки расти из жопы, чтобы пришло в голову... ладно, со своим мопедом, не дай бог с клиентским так обращаться. Мне вообще это непонятно, я просто в шоке, ребята. На мой взгляд, мастера за такую работу должны человеку еще доплатить. За то, что он к ним вообще приехал. За то, что он предоставил свой мотоцикл на опыты, я бы так вот это назвал. Тут уже не о стоимости работы я бы говорил, а о том, что это реально люди учатся за чужой счет. Тут вот верх мотора в масле. Кстати, иногда бывает вот эта резинка стартера течет, но резинка стартера у нас здесь абсолютно сухая. Откуда это масло берется, я, честно говоря, сходу так затрудняюсь сказать. Не знаю даже. Как бы не из-под головки текло.
Ну, как бы пока течи сильной нет, трогать мы это, скорее всего, не будем. Вот, но обратить внимание стоит. Вот это вот тоже довольно интересно. Но вот это из-под этой резинки. Это иногда бывает. Какой реальный пробег у этого мопеда, мне вообще сказать довольно сложно. Мы можем попробовать включить зажигание. Сейчас я найду ключик. Продолжим. Нашел ключ. Включаем зажигание. И видим здесь пробег 39 051 километр. Во что я, честно говоря, совершенно не верю. Вот прямо от слова совсем. А еще мы видим, что ошибка у него загорается сразу. То есть пока мопед еще не завелся. Что может говорить, вернее, скорее всего, говорит о том, что проблема у него в электрике. Но, по всей видимости, вариатор стоит разобрать, потому что, во-первых, у него нет шестеренок, а во-вторых, неизвестно, что там вообще насобран. Потому что я прямо смотрю и ужасаюсь. Откровенно ужасаюсь. Ну, то есть, помимо этого, у меня к мопеду много вопросов. Ну, например, вот опять же, мой любимый задний суппорт. Вы посмотрите, насколько вообще резинки убитые. О, а тут люфт-то будь здоров. Хотя, не, ну да, колодки вон одна толще другой, раза в 1,5. Также снизу наоборот. Снизу более одинаковый. Ух ты! И диск тормозной здесь 3 мм вместо 5. Причем с него кто-то спиливал бортик. Как интересно. Ну, в общем, тут много чем надо заниматься. Откровенно много. В общем, как-то так. Итак, господа, я завел двигатель, потому что нашел причину ошибки C51. Кажется, C51. Короче, неисправен датчик положения щеки. После замены варик заработал. Но послушайте этот грохот. Я, вообще говоря, не любитель пытаться передать различные стуки моторов через видео или аудиозаписи, но думаю, тут и без микрофона слышно все вообще прекрасно. И, во-первых, что-то как-то пахнет он странновато, но это ладно. Но ГРМ у него явно мертвый, как минимум натяжитель, а цепь надо смотреть. В общем, будем общаться с владельцем и пусть говорит нам, что делать. Далее у нас 650-ка. С 650-кой была ошибка C51. Мы заменили датчик, она заработала. В процессе выяснилось, что здесь гремит очень сильно ГРМ, но я это сразу услышал. Первый раз вижу настолько сильно вытянутую цепь, что обычно натяжитель у 650-ки умирает, у старых он проблемный. А здесь, короче, цепь вытянулась настолько сильно, что натяжитель перестал ее натягивать. Вот, будем менять цепь, скорее всего натяжитель тоже, но посмотрим на его состояние, там есть у него болячка. Обычно, кстати, натяжитель выходит из строя у мопедов до 2005 года, один раз его заменил и забыл. Я эту проблему часто и назвать не могу, но регулярно, периодически там в сезон 5-6 мопедов приезжает. Но, учитывая общее количество их у нас, как бы я считаю, что это немного. Собственно, будем приводить в порядок, поменяем задние подшипники, попробуем наладить. Тут есть ряд вопросов, но посмотрим. Пусть клиент сам решает, что ему лучше. Вот, еще какая-то 650-ка приехала на ТО, пока вообще не смотрел ничего по ней, но она мне кажется знакомой. Вот эти вот штучки на зеркала довольно-таки редкие, это, по-моему, оригинальный аксессуар Suzuki и довольно грамотная, кстати, штука. Что у нас тут дальше?
разбираемся с вариком 400-ки. В конечном итоге решили проточить. И вчера я прям вспоминал, как я это делал много лет назад. И прям зарубился с приспособлением, потому что у меня не получалось выставить неподвижную щеку ровно. И я занялся изготовлением приспособления. Вот сейчас его заканчиваю. Но вчера мне удалось попасть в 7 соток по биению по внешнему радиусу щеки. Вот, осталось отрезать невостребованный кусочек, чтобы это все нормально зажималось. Так вот это примерно у нас выглядит. Итак, продолжаем. Заменили цепь ГРМ, натяжитель. Запускаем пробно и слушаем. Вот так вот 650-ка работать должна, без всяких там лишних грохотов. Думаю, что владельцу понравится. А интересно нам сейчас не это. Подшипники колеса, которые я приговорил, оказались не так уж плохи. Андрюх, ну-ка что они... Похоже, что так стучат подшипники маятника. Да, хорошо. Я, честно говоря, в шоке. Такого большого люфта в них я еще не видел. Сейчас мы это подкрутим. Попробуем. Ну, просто это по идее, должно быть вообще невозможно на нем ездить. В общем, посмотрим. Итак, продолжаем. У нас наконец-то собирается 400-ка. Короче, как дело пошло, так в итоге, раз уж мы настроились, решили мы поточить немножко вариков. Видео обязательно будет, почему их не надо точить, но, короче, уже поточили. Вот. Будем ставить на этот мопед проточенный варик, сейчас настраивать его. Сейчас пока морду поставили, меняются колодки, масло в редукторе поменялось, ремешочек новый приготовил. Вот, кстати, фаска, про которую я говорил. Вот она, белого такого цвета, светлого, в обратную сторону. Если мы сравним этот ремень с бэушным, то на бэушном ремне вот уже ровная поверхность, а тут вот такая. Разница в ширине ремней где-то примерно 2,2 миллиметра. С передних щек мы сняли примерно 2,5-2,7. Но еще чуть-чуть втулочку укоротим на миллиметрик. Вот, и посмотрим, что там с соосностью происходит. Но я думаю, что все будет приемлемо. Загнал гантелю, собрали мы Бургман с диким, просто диким люфтом в маятнике. В итоге он отлично поехал у нас. Так, номер не буду показывать, а то он, возможно, будет продаваться. Он у нас отлично поехал, потому что мы поменяли датчик положения щеки на очень хороший. Подтянули мы маятник, но там лютые перекаты. Подкачали колеса. И что-то еще сделали. Уже забыл. Да, ГРМ поменяли. Он прекрасно работает. По крайней мере, по звукам. В общем, поедет он кататься. Не знаю, что он будет с ним делать. Вот. Дальше занимаемся нашей гантелей уставшей. Ну, вернее, не нашей. В общем, решил сначала подключить диагностику. Сначала не получилось это сделать. На диагностическом разъеме не было питания. Потом выяснилось, что сгорел предохранитель. Так, что-то я уже план проверки нажал. На самом деле, самое главное, что я хотел здесь посмотреть, это то, что жаловались на то, что троит, пятерит мотор по утрам. И вот у нас, пожалуйста, ошибка
катушка зажигания 4. Хотя свечи менялись сравнительно недавно. Вот, собственно, надо будет тогда катушку зажигания 4 при всех этих манипуляциях поменять. Вот. Как-то так. Правая обогреваемая ручка. Что у нас тут еще интересного? Туманка. Ну, наверное, ошибка, мне кажется, по вот этой туманке. По-моему, ее там нет. Вот, ну, в общем, это все мелочи. Меня интересует из этих ошибок только катушка. Далее будем снимать радиатор и смотреть. Вот, мы для диагностики используем оригинальный ICOM. Вот, и лично я вообще противник использования чего-то другого в диагностике BMW, потому что у меня было очень много печального опыта. Прям вот никому не рекомендую. Итак, сегодняшний рабочий день закончили. Заменили колодки, масло в редукторе, варик оставили на завтра. Я вот начал разбирать гантельку, слил с нее воду из радиатора. Да, не антифриз, а воду, потому что туда залили воду, меня предупредили об этом. Очень много вещей мне здесь не нравится, как связанных с системой охлаждения, так и не связанных. Во-первых, здесь 3 уха на моторе отломаны. Во-вторых, сечет выхлоп после удара, что тоже не есть хорошо. Вот. В-третьих, радиатор паянный. Вот тут банка вареная. Но в целом это должно работать. Хотя появится этот пластик не лучше всех. И вот эта вот влажность на радиаторе мне не нравится. Возможно, он в этом месте не герметичен. Ну, тут понятно, раз ухо, тут терто 2 уха. Ну, в общем, тут целый список. Сечет глушак, вероятно, вот тут, из-за того, что труба деформирована. Ну, в общем и целом, короче, мотик такой печальный, очень печальный. Тут весь он такой подуставший. Тормозные диски никогда не менялись. Тормозные диски меняют через одну замену колодок, если что. Там под опуском все это дело проходит. Ну, в российских реалиях можно через 2, но реально там к пробегу 60-70, если ездить не только по трассе, как правило, они уже подходят. В общем, конечно, поковыряем, посмотрим. Но в чем фишка? Почему меня напрягает радиатор? Смысл заключается в том, что система охлаждения должна быть герметична. И если хоть где-то в системе охлаждения есть негерметичность, то значит в нее будет попадать и воздух, и значит это все будет подкипать. В том-то и весь смысл, что полноценно исправную систему охлаждения собрать можно только при условии ее идеальной герметичности. Поэтому и существуют тесты, что можно накачать давление в систему, должно держать там сутками без изменений и так далее, и так далее. То есть даже при исправной прокладке головки, если в системе не создается достаточное давление, а там всегда должно быть давление, потому что это у воды температура кипения 100 градусов, у антифриза может быть у хорошего там 130 градусов. Ну, там, у какого-нибудь среднего может быть 115, но все равно больше 100. У какого-нибудь Норда 108, по-моему. Вот. Но когда мы повышаем давление на сколько там, 1 атмосфер в системе или сколько, ну, там, плюс-минус, то, естественно, у нас закон Паскаля, если не ошибаюсь, это называется, у нас температура кипения резко увеличивается. И, соответственно, мы можем мотор греть там даже при антифризе до 110 градусов, мы можем греть его до 130, и под давлением ничего ему не будет. Но как только система теряет герметичность, у нас все начинает кипеть, пузырить в бачок и так далее. То есть и существует, как это, тест типа лакмусовой бумажки на газы в бачке.
Но в данном случае я не думаю, что это даже имеет необходимость. Сначала надо просто нормально собрать систему охлаждения, заправить ее и погреть, посмотреть. Только после этого стоит делать какие-то выводы. Вообще, заливать воду в систему охлаждения, ну, я вообще бы категорически не рекомендовал. Потому что у меня был опыт, что гантеля постояла без антифриза, и там уже съела плоскость прилегания головки к блоку. Вот, потом, ну, там она битая была, и я долго думал, так в итоге и не стал восстанавливать, потому что там довольно много надо было бы шлифовать, и смысла в этом не было. То есть там много варить надо было по мотору. У меня до сих пор этот блок валяется. Я его в основном как образец при наварке и разметке ушей использую. Вот, поэтому такая вот фигня. Хотя мотик был там меньше 1000 километров пробега. В общем, примерно на этом все. Посмотрим, как назвать этот блок, чего тут больше. Наверное, все-таки про проточку вариаторов и про 650-ку. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всем пока! Не забудь подписаться и поставить лайк.